Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Сегодня я вам предлагаю связать простую, но очень красивую шапку крючком. Шапка получается толстой, но объемной за счет вязания рельефными столбиками. И вот с такой интересной обвязкой. Шапочку будем вязать от макушки вниз, поэтому можно ее вязать постоянно примеряя. Я связала шапку буквально за 3 часа, так как использовала толстую пряжу. У меня это Alize Superlana Maxi. Один моточек 100 грамм, в нем 100 метров. И я использовала крючок номер 6. У меня ушло 170 грамм. То есть почти 2 мотка вам потребуется на вязание шапки. Я вязала шапочку на 56 размер. Но вы можете вязать шапку из любой пряжи. То есть не обязательно брать такую толстую пряжу. Можно взять и ниточку потоньше. Вязать по той же схеме прибавок макушку, но вязать вы будете просто больше рядов, чтобы достигнуть, чтобы у вас шапка была по размеру. То есть больше рядов будет связано и макушка, и основная часть, и вот это обрамление вы тоже можете связать на несколько рядов больше, и у вас будет точно такой же узор на шапке, только немножко в уменьшенном размере. И посмотрите, вот какая изнанка, то есть толщина вязания получается, поэтому шапка на голове не смотрится как такой приплюснутой, она объемная, она хорошо держит форму, она теплая и отлично подойдет на зиму. Приглашаю вас к вязанию. Итак, начинаем. Вязание шапочки идет с направлением от макушки вниз. И для начала вязания необходимо сделать начальное кольцо. Нитью оборачиваю указательный палец левой руки, снимаю вот такое колечко сделанное, ввожу крючок в колечко и вытягиваю первую петлю. Далее набираю 2 воздушные петли вместо первого столбика первого ряда. Делаем на крючок накид и теперь вводим крючок в центр кольца и провязываем первый столбик с одним накидом. Всего в первом ряду необходимо провязать 11 столбиков с накидом из кольца. Вяжем столбики свободно, не затягивая рабочую нить. Заканчиваю вязание первого ряда и провязываю 11 столбик с одним накидом. Но если учитывать первые петли подъема, то у нас вместо первого столбика то будет 12 столбиков в ряду. И теперь, потянув за кончик нити, стягиваем начальное кольцо. Потом надо будет закрепить на изнанке этот кончик нити и обрезать. Итак, начинаем вязать второй ряд. И второй ряд мы вяжем без перехода. То есть все ряды мы будем вязать по спирали без перехода от ряда к ряду. И чтобы отметить начало и завершение каждого ряда, необходимо ставить маркер на первой петле. Итак, делаем на крючок накид для вязания первого столбика второго ряда. Вводим крючок вот за ножку как первого столбика. Здесь у нас было сделано 2 воздушные петли. Вытягиваем петлю на крючок и провязываем первый столбик с одним накидом. Это рельефный столбик. Также делаем накид, вводим крючок за ножку первого столбика и провязываем второй рельефный столбик. Берем маркер и отмечаем первую петлю ряда, чтобы далее не сбиться при вязании следующих рядов. И далее мы будем каждую петлю ряда отмечать маркером. Второй ряд вяжем на каждом столбике предыдущего ряда 2 рельефных столбика. То есть вводим крючок за ножку столбика и провязываем выпуклый столбик 1 и вводим крючок за эту же ножку столбика и второй рельефный столбик.
То есть количество столбиков у нас в ряду увеличится до 24. Это второй ряд. Заканчиваю вязание второго ряда. И здесь на последнем столбике перед маркером провязываю 2 последних рельефных столбика. И всего количество столбиков у меня в ряду будет 24. И далее перехожу на вязание третьего ряда. И в третьем ряду мы начинаем вывязывать 6 клиньев шапки. Пока маркер я снимаю. Чтобы в каждом клине мы будем в каждом ряду делать по одному прибавлению. Сейчас в ряду 24 столбика, 24 разделить на 6, то есть у меня один клин состоит из 4 столбиков. И поэтому я на каждом четвертом столбике буду делать прибавление, то есть вывязывать на одной ножке 2 рельефных столбика. И так начинаю вязать третий ряд. На первом столбике провязываю первый рельефный столбик и его отмечаю маркером как начало ряда, чтобы не сбиваться при переходе к вязанию следующих рядов. Далее провязываю еще 2 рельефных столбика по одному на каждом столбике предыдущего ряда. И на четвертом делаю прибавку, провязываю 2 рельефных столбика для расширения макушки. Итак, повторяем. 3 рельефных столбика без прибавок по одному на каждом столбике предыдущего ряда. И на четвертом делаем прибавку. Итак, у нас количество столбиков, а в третьем ряду для одного клина будет 5. 1, 2, 3, 4, 5. Если хотите, можно каждый пятый столбик отметить маркером, чтобы не сбиваться, где в следующем ряду делать прибавку. Я закончила вязать третий ряд. В этом ряду у меня количество столбиков увеличилось до 30, то есть 24 плюс 6 прибавок. 30 столбиков. И начинаю вязать уже четвертый ряд. Здесь на последнем столбике была прибавка. И вот начинаю с первого столбика первого клина. И при вязании каждого клина в четвертом ряду буду вязать 4 столбика рельефных без прибавок. На пятом выполнять прибавку. Итак, выполняю сразу без перехода первый рельефный столбик четвертого ряда и отмечаю его маркером как начало нового ряда. И вяжу еще 3 рельефных столбика без прибавок. И на пятом столбике делаю прибавку. На одном столбике провязываю 2 рельефных столбика и повторяю вновь 4 столбика, на пятом выполняю прибавку для расширения клина. И в четвертом ряду у меня клин расширится с 5 до 6 столбиков. Я довязала до столбика, отмеченного маркером, а значит я закончила вязание четвертого ряда и перехожу на вязание пятого ряда. Снимаю маркер и далее первую также петлю ряда отмечу маркером. Он мне сигнализирует, когда надо начинать новый ритм прибавлений. В четвертом ряду я на каждом пятом столбике выполняла прибавку. В пятом ряду буду выполнять на каждом шестом. И уже видно, вот они идут границы клиньев. Всего 6 клиньев. И каждый ряд мы прибавляем 6 столбиков. То есть в четвертом ряду у меня количество столбиков с 30 увеличилось до 36. И в пятом ряду будет уже, соответственно, 42 столбика. Итак, первый столбик провязываю, отмечаю маркером.
Далее провязываю вот 1, 2, 3, 4, 5 без прибавок и на 6 выполняю прибавку. И так у меня будет провязан первый клин. Всего выполняю 6 клиньев для макушки. И таким образом я буду вязать ряды макушки с расширением на 6 клиньев, то есть делаю прибавку в каждом клине до тех пор, пока мне макушка не достигнет нужной ширины шапочки. То есть я вяжу шапочку на 54-56 размер, значит я буду вязать макушку до ширины 22-23 сантиметра. Я закончила вязать 9 ряд макушки. У меня каждый клин расширился до 11 столбиков. И сейчас вот посмотрите, какая куполообразная макушка. У меня она расширилась до нужной ширины шапочки. И здесь примерно вот 23 сантиметра, то есть на 56 размер головы. 54, 56. И дальше я продолжу вязать рельефные столбики, но уже не делая прибавления для расширения макушки по клиньям. То есть вяжу просто все столбики по одному. И также переношу маркер для того, чтобы отмечать начало и конец ряда. И продолжаю вязание. Вяжу шапочку, основную часть вязания шапочки, но не до самого низа. Я скажу, сколько я провяжу рядов, и в конце вязания шапочки мы будем бортик вязать уже другими столбиками, чтобы выполнить другой узор по краю шапочки. Я связала основную часть шапки после макушки на высоту 6 рядов без прибавок. И теперь я перехожу на вязание другого узора, чтобы выполнить окантовку или нижнюю часть шапки таким ободком. Пока у меня шапка не связана до полной глубины, то есть она на высоту связана у меня от макушки всего 18 сантиметров, до полной высоты шапки мне нужно провязать ее до высоты 20-21 сантиметр. При вязании шапки таким способом от макушки вниз вы можете примерять шапку и вязать ее по своему размеру. Итак, я перехожу на вязание другого узора. Вязание выполняю также по спирали, без перехода от одного к другому ряду, поэтому я снимаю маркер как начало нового ряда. Начинаю вязать ободок для шапки другим узором. И для этого на крючок делаю накид и крючок ввожу за столбик с изнанки на лицевую сторону и вновь на изнанку вывожу крючок. Таким образом у меня вершина столбика остается на обратной стороне. Вытягиваю на крючок новую петлю и провязываю полустолбик, то есть все петли сразу с крючка, и получается полустолбик. И повторяю, делаю накид, ввожу крючок за вершину столбика и вытягиваю петлю на крючок, затем провязываю полустолбик. И таким образом вот эти вот вершины петелек остаются у нас на лицевой стороне. Итак, провязываю все столбики. Также здесь не делаю прибавлений. И таким узором, причем первую петельку также можно отметить маркером, как начало нового ряда. И также мы будем вязать без спирали. Я провяжу всего еще 4 ряда и посмотрю, достаточно ли мне будет высота шапочки. Я практически закончила вязать шапку. После основного узора еще выполнила вогнутые полустолбики. И поэтому по краю вязания проходит, я выполнила 4 ряда, и проходят вот такие вот дорожки лицевых петель, которые подчеркивают и дополняют рельефный узор.
и красиво обрамляет низ шапочки. По сути, сейчас можно было бы закончить вязание шапки, но я еще хочу по краю выполнить рачий шаг. И сейчас покажу, как это буду делать. Вот посмотрите, шапочка без шва, так как мы ее вязали по спирали. И вот задняя часть, здесь видно только переход на новый узор. И вот закончила я ряд. И сейчас, когда я начну вязать рачий шаг, у меня этот низ замкнется в кольцо и будет практически незаметен этот переход. Подхватываю петельку, последнюю петельку провязываю не полустолбиком, а вот таким соединительным столбиком, чтобы не было ступеньки. И все, по сути, можно было бы закончить вязание. Но так как я еще хочу обвязать край рачьим шагом, сейчас я покажу, как это сделать не способом вязания назад рачьего шага, а способом вязания вперед. Одна петля подъема, далее ввожу крючок в следующую петлю, вытягиваю петлю, и теперь смотрите, делаем перекручивание крючком вокруг своей оси, подхватываем рабочую нить и провязываем столбик. Далее вводим крючок в следующую петлю, вытягиваем петлю на крючок, делаем перекручивание и провязываем столбик. То есть такие вяжем, по сути, столбики без накида, но с перекручиванием. И так из каждой петли провязываем такой перекрученный столбик. И сейчас я покажу, какой получается край. Вот вы видите, красивый, аккуратный рачий шаг. И сейчас я обвяжу низ шапочки и покажу вам, как он смотрится. Шапочка моя готова. Вот такой получился край из рачьего шага. Связала я шапку буквально за 3 часа. Узор очень простой, но интересный, из рельефных столбиков. На макушке можно пришить помпон, тоже будет красиво смотреться. Я надеюсь, вам был понятен мастер-класс. Поставьте лайк, не забудьте, и подписывайтесь на мой канал. Еще хотела обратить ваше внимание, что задняя часть шапки практически не имеет никаких отметин. Только вот здесь такой легкий переход на другой узор. Поэтому здесь можно пришить еще бирочку, чтобы определять, на какую сторону одевать шапку. И обратная сторона шапки, вот такой рельефный рисунок получается. Шапка очень толстая за счет выполнения рельефных столбиков и смотрится на голове объемно и красиво. Спасибо за внимание. До новых встреч!